Друзья, привет! Я прилетел в Израиль, аэропорт Бен-Гурион, город Тель-Авив. У меня есть 21 час, чтобы посмотреть город. Без гида, без экскурсии, только я и камера. Я хочу просто идти и смотреть, понять, что это город из себя представляет, какой он на ощупь, что он покажет, что он скроет и что останется после. Погнали! Еще, честно говоря, никогда не было так непонятно в поездках, как в поездку в Израиль. Вообще ничего не понятно. На какой поезд садиться, в какую сторону ехать. Дубляжа на английском языке мало. Ну, как бы нашел маленькие таблички с указанием направо Тель-Авив, налево Иерусалим. Но вот сейчас поеду до Тель-Авива, до самого города. Вот поезд подходит уже. Осталось теперь понять, где эта станция. На какой станции мне выходить, Хахагана, где она находится. Ну окей, я думаю, разберемся. Ребята, путь из аэропорта до станции Тель-Авив Хахагана занял буквально минут 10, наверное, и стоимость билета 5,90 шекелей. Быстро, оперативно, скажем так, на поезде доехал комфортно. Сейчас выйду в город и пойдем до первой локации. Будем изучать Тель-Авив вместе. Друзья, честное слово, я как будто попал в другую галактику. Я ничего не понимаю. Я даже буквально билет купить в автобусе, обычный, да, оплачиваешь, когда картой в терминалы, и то не получается. На иврите и на английский перевел, не проходит. Ну, поеду бесплатно на автобусе, посмотрим. Вообще надо купить, честно говоря, суточный билет. Я даже не буду искать, где его можно купить. Друзья, я в Яфа, там, где все начиналось. Мой путь по Тель-Авиву начинается отсюда, с Яфа, города, который старше всего, что меня окружает, и старше самого Тель-Авива. Первая точка – часовая башня. Она стоит на стыке времен. За ее спиной древние стены, перед ней кафе и машины. Здесь время течет иначе, медленно, или наоборот, быстрее, чем ты успеваешь заметить. Через пару шагов я уже внутри старого Яфа. Узкие улочки, теплый камень, тень от апельсиновых деревьев – все кажется неуловимым, но каким-то родным. В этом городе даже апельсиновое дерево не стоит на земле. Оно висит между домами, как будто думает, пускать ли корни, но все равно живет и цветет. Я поднимаюсь выше. У стен церкви Святого Петра
Одна из самых сильных точек обзора в этом городе. Панорама, море, крыши, пляжи и далеко стеклянные башни центра. Здесь все сразу. История, суета, покой, горизонт. Я мог бы тут остаться, просто стоять, смотреть. Но город зовет дальше. Идем. Друзья, мы сейчас погуляли с вами по району Яффа, но пришло время спуститься к самому древнему порту на побережье. Пойдемте исследовать Тель-Авив дальше. Ребят, по пути в порт зашел в такой старый город, да, это Яффа, и это жилые помещения, здесь живут люди, не какие-то исторические просто памятники, они исторические, но здесь еще люди живут, вообще восторг полный. Я спускаюсь вниз к воде. Явский порт, один из самых старых в мире, но и один из самых живых. Здесь нет суеты, только ритм волн, чайки и запах рыбы. Все кажется немного киношным, или наоборот, слишком настоящим. Лодки покачиваются, мужчины чинят сети, кто-то жарит кальмара у берега. Я останавливаюсь, просто дышу этим воздухом, соленым, рыбным, морским. И это странно, в таком месте не хочется ни говорить, ни торопиться, только наблюдать. Море, оно не фон, оно главное. Здесь все подчинено ему, даже люди. Друзья, я в Тель-Авиве, чтобы показать этот город вам. И большая просьба, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подпишитесь на канал, если еще не подписались, и порекомендуйте другим, чтобы они посмотрели этот выпуск из Тель-Авива. Спасибо. Друзья, мы погуляли с вами по порту, я поворачиваю на набережную, и город снова меняется. От древности к настоящему. Я иду вдоль моря, слева волны, спокойно или нет, зависит от ветра. Справа город, который всегда в движении. Здесь Тель-Авив настоящий. Люди бегают, катаются, сидят босиком на перилах. Кто-то читает, кто-то целуется, кто-то ловит волну. На этих пляжах все происходит без сценария. Это не про идеальные локации, это про ощущения. Про тело в солнце, про песок между пальцами. Я просто иду, вдыхаю. Пожалуй, здесь больше всего энергии. Пульс города именно тут. Друзья, прям с пляжа Тель-Авива, с пляжа Тель-Авива, говорю вам, подпишитесь на этот канал, если не подписаны, поставьте лайк этому видео, поделитесь с друзьями и продолжаем просмотр. Приехать в Тель-Авив стоит только ради моря. Точнее, я понял это, что я приехал сюда ради моря. Хотя я ехал не ради моря. Посидеть на берегу, послушать шум волн
как они бьют по берегу. Это дорого стоит. Пришло время повернуть от песка к камню. Я направляюсь в центр Тель-Авива. Так вот, как бы в порядке вещей, чувак в гражданке с автоматом на плече стоит, с друзьями разговаривает. Смотрите, какие в Тель-Авиве космического дизайна трамваи ездят. Белый не видел трамвай. О, привет, привет. Смотрите, какие длинные. Ну это спаренный получается. Бульвар Ротшильда – это Тель-Авив без купальников. Здесь ты не отдыхаешь, ты живешь. Утром бегуны, офисы, кофе на вынос. Днем тенистые аллеи, уличные музыканты и бесконечные электросамокаты. Вечером разговоры под бокал вина, свет фонарей, ресторанная жизнь. Этот бульвар как городская артерия. Он тянется сквозь архитектуру Баухауса и офисное здание, как будто ничего не делая, но при этом соединяя абсолютно все. Я просто иду по нему, без цели, с камерой и с ощущением, что попал в кино, которое никто не ставил. В какой-то момент день начинает выдыхать. Свет становится мягче, люди тише. Я прихожу сюда, в порт Тель-Авива, чтобы просто быть. Все вокруг окрашивается в золото. Набережная тянется вдоль воды. Кто-то идет с собакой, кто-то просто сидит и смотрит. Здесь не нужно ничего объяснять. Ты просто чувствуешь, как город замедляется вместе с тобой. Солнце опускается в море, и на пару минут становится невозможно красиво. Камера не передает такую красоту. I think like
Друзья, время 21:57. Я в своей конуре. Такой у меня номер сегодня от гостиничной. Прошел 30 622 шага. Надо отдыхать. Завтра утром часов в 6 подъем, чтобы заснять утреннее, раннее утро в Тель-Авиве и уехать домой. Смотрите, повнимательнее покажу. Вот такая вот комнатка. Получается 2 метра, наверное. Длина. Ну, может быть, метр шириной, а кровать сантиметров, наверное, 60, может быть, такая длина, ширина. Ну вот, если лечь, во всю длину хватает. Но опять же, у кого клаустрофобия, ребята, капсульные отели не берите. Ну а как вариант, для ночевки, в принципе, для одного сойдет. Поэтому спокойной ночи и увидимся завтра. Ну, уже завтра, но в этом же выпуске. Спокойной ночи. Утро. Пляж почти пустой, песок еще холодный, воздух свежий. Город будто заново рождается. Бегуны на набережной, собака играет в волнах. Кто-то просто стоит и смотрит за горизонт. Все без слов, все правильно. Потом шаг за шагом, белый город, улицы в стиле Баухаус, балконы, линии, ритм. В этих домах нет украшений, но есть характер. Здесь уже не турист, здесь просто человек. Я в этом городе не гость, я часть утреннего маршрута, и мне спокойно. Как я и предполагал, я немножко плутанул на поезде, сел не туда, точнее сел не на тот поезд, вошел не в ту дверь, да, и поехал в пригород Тель-Авива. В итоге вернулся назад, благо до поезда мне было до самолета достаточно время. Вот сейчас, собственно, вернулся в Тель-Авив и на следующем поезде поеду в аэропорт. Поэтому, конечно, сложно тут ориентироваться. Для меня, как бы, прям самая сложная страна в плане ориентации из-за того, что практически ничего не дублируется на английском языке, ни вывески. Благо люди понимают английский, и они помогли, подсказали, куда сесть, чтобы доехать до аэропорта. Короче, приехал в аэропорт на поезде. Тут 2 терминала. На голове чуть что уже волосы дымом встают. 2 терминала. Оказывается, мой терминал номер 1. И до него еще нужно на шаттле ехать. Короче, ребята, будете в Тель-Авиве, прям закладывайте намного больше времени, чем вы думаете, что вам хватит. Блять, толкаются. Капец. Бегу на шаттл до своего терминала. Друзья, от нового терминала до терминала С ехать где-то 15 минут. Имейте это в виду, потому что еще автобус отправляется, не каждые 5 минут от главного терминала. Поэтому закладывайте этот момент в свой график. У меня до вылета остается час 10. Я как бы успеваю еще пройти регистрацию и все контроли, но для меня это было неожиданностью. Если бы я заложил меньше времени, с учетом того, что я заблудился, я бы, наверное, не успел.
Я улетаю. Город проносится за стеклом самолета и остается под самолетом. В этом городе кто-то просыпается, кто-то еще не ложился. За эти 21 час я ничего не понял о Тель-Авиве, но зато точно его почувствовал. Он разный, не идеальный, но живой. Город, в который хочется вернуться, не потому что не успел, а потому что теперь скучаю.